Глава 127. Судя по выражению лица Хуачена, правый глаз причинял ему приступы нестерпимой боли. Селянь в один шаг оказался подле него. «Что с тобой?» Губы Хуачена шевельнулись, однако он, претерпевая боль, ничего не ответил. Серебряный глаз на рукояти эмина открылся и теперь бешено вращался во все стороны. На руке Хуачена вздулись вены, казалось даже, что он вот-вот перевернет постамент, за который держится. Селянь потянулся к нему, но не успел даже коснуться. Хуачен рявкнул: «Не подходи!» Движения Селяня застыли, а Хуачен, едва сдерживаясь, процедил: «Ваше Высочество, тебе нужно скорее уйти. Возможно, как я могу оставить тебя в таком состоянии?» В голосе Хуачена зазвучало едва заметное раздражение: «И если не уйдешь прямо сейчас, снаружи храма тысячи фонарей слышались завывания демонов, которые с каждым разом становились все громче. На главной улице призрачного города толпы демонов повалились наземь, разразились рыданиями и пронзительными криками, схватившись за головы руками. Казалось, у них от боли раскалывается голова, так что посмертие становится хуже, чем им приходилось при жизни. Только Цзэжун носился среди них довольно бодро, по той причине, что занял тело живого человека. И хотя таким образом его собственные магические силы значительно снижались, также слабело и влияние неведомой силы на демоническую сущность. Живое тело работало своеобразным заслоном, и Цзэжуну с трудом, но все же удавалось прыгать и скакать, чтобы, пользуясь выпавшим случаем, сбежать из плена. Несколько демониц, которые забрали Гуцзы, также попадали на землю и схватились за голову с криками «Айдайной, как больно!». Теперь они не могли петь усыпляющую мелодию, и Гуцзы постепенно проснулся. Как раз вовремя, чтобы увидеть, что Цзэжун стремглав промчался мимо. Мальчишка поспешно вскочил и побежал за ним, выкрикивая: «Отец! Отец! Подожди меня!» Цзэжун на бегу оборачивался, высовывал языки, закатывал глаза: «Будь умницей, сынок, а папе пора идти». Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, но Гуцзы, переставляя короткие ножки, все бежал за ним, а увидев, что тот отдаляется, разрыдался в голос: «Отец! Не бросай меня! Отец, возьми меня с собой!» Цзэжун заплевался: «Отстань! Отстань! Хватит меня преследовать!» Мелкая докука, его плевок перелетел огромное расстояние, попал Гуцзы по голове, и мальчик упал, отлетев назад. Сидя на земле, малыш горько расплакался, зашелся в настоящей истерике. Селянь, не в силах это слышать, вылетел из храма тысячи фонарей с гневным криком. Цзэжун, увидев впереди принца, который заслонил ему путь, Цзэжун со страху ринулся назад и по дороге подхватил Гуцзы. «Не подходи!» — выкрикнул он Селяню. «Если приблизишься, я этой маленькой обузе откушу голову прямо у тебя на глазах. Сынок, ты станешь для папаши пропитанием, вот настоящая сыновняя почтительность. Как-нибудь я тебя сварю, а в соевом соусе или на пару, выберешь сам». Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Селянь, конечно, угроз не страшился и почти бросился в погоню, но тут позади раздался грохот. Хуачен смел со стола подставку для кистей и дощечку с тушью, словно в приступе неконтролируемой ярости. Делать нечего, времени на погоню за Цзэжуном у Селяня не осталось. Принц развернулся и позвал: «Сань Лан». Внезапно Хуачен заключил его в объятия и дрожащим голосом сказал: «Я солгал. Не уходи». Селянь в его руках замер, как железная доска. «Сань Лан, ты узнаешь меня?» Казалось, сознание Хуачена затуманилось, и он совершенно не понимал, кто перед ним. Только крепко прижимал Селяня к себе и бормотал одно и то же: «Я солгал, не уходи». Селянь широко раскрыл глаза. За пределами храма тысячи фонарей слышался довольный хохот Цзэжуна и громкий плач Гуцзы. Цзэжун голосил: «Хи-хи! Паршивый пес Хуачен! Вот тебе расплата за то, что меня презирал. Все выделывался, строил из себя непобедимого. Что настигло немедленное воздаяние. Не смог на ногах устоять, у стонущих от боли демонов не осталось сил на погоню, но все же послышалась брань: «Лазурный демон!
«Ах ты, бесполезная дрянь, откуда только смелости набрался, чтобы ругать нашего градоначальника?» Слушая галдеж с улицы, Хуачен, кажется, разгневался сильнее, даже замахнулся, будто собирался разнести всех в пух и прах. Селянь поспешно обнял его покрепче, опустил его руку и нежным голосом сказал: «Ладно, ладно. Я не уйду, я тебя не оставлю». Другой рукой принц сделал взмах, и врата храма тысячи фонарей захлопнулись сами собой. Чтобы Цзэжун не мог ворваться сюда в подобной ситуации, принц еще и выкрикнул в сторону выхода: «Если хочешь сбежать, так проваливай, мне некогда с тобой носиться. А не то берегись, как бы». А, видимо, Хуачину было мало просто обнимать принца, он резким движением прижал селяня к нефритовому столу. В этот раз беспорядок стал еще хуже, все письменные принадлежности рассыпались по полу. Селянь рукой залез в блюдце с киноварью и, сопротивляясь, оставил на бумаге несколько темно-красных следов. Теперь на словах «над горой Ушань» из «Дум в разлуке» красовались завораживающие красные пятна, бросающиеся в глаза внезапным очарованием. Селянь начал «Сань», но Хуачен, не давая ему сказать ни слова, прижал принца за плечи и поцеловал. Цзэжун, ясное дело, услышал беспокойство в голосе селяня и расхохотался: «Мой царственный брат, ты уж будь посторожнее. Паршивый пес Хуачен сейчас наверняка обернулся бешеным псом, кусает всех, кто попадется на глаза. А я пойду разнесу эту весть по свету». Монахов да заклинателей, что мечтают свести счеты с этой псиной, немало наберется, так пусть скорее приходят, чтобы посчитаться с ним, пока выпала такая возможность. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, его голос постепенно удалялся, а сердце селяня тревожно сжалось. Что, если Цзэжун в самом деле позовет ораву заклинателей, которых когда-то прогневал Хуачен, чтобы воспользоваться его теперешним плачевным положением? Разве призрачный город и все его обитатели смогут остаться целыми и невредимыми? Хуачен не дал ему времени на раздумье. Он ведь не был живым человеком и не имел температуры тела, но в эти мгновения весь горел, словно подхватил сильный жар. Губы принца крепко прижимались к губам Хуачена, и селянь вынужденно ощущал на себе горячие волны, накатывающие бушующим потоком. Рука, которой он намеревался оттолкнуть Хуачена, сильнее сжала красные одежды на его плече. Возможно, из-за чрезмерной мощи магических сил Хуачена горло, грудь и живот принца стало буквально распирать от их потока, отчего ему сделалось нестерпимо тягостно. Селянь чувствовал, что если так продолжится дальше, та сила, которую против его воли вливает в него Хуачен, просто пронзит принца насквозь. Стиснув зубы, селянь нанес удар ладонью. И все же он не мог по-настоящему навредить Хуачену, поэтому удар пришелся лишь в плечо и вышел не легким, не тяжелым. Хуачен же с силой схватил запястье принца и снова прижал к столу, продолжая давать выход ярости. Позволять подобному продолжаться определенно нельзя. На этот раз селянь пустил в ход обе руки, оттолкнул Хуачена и отбежал к краю постамента, немного задыхаясь. Хуачен, однако, сразу оказался перед ним и вновь придавил своим телом. Глаза его при этом налились кроваво-красным. Селянь воскликнул: «Сань Лан, может быть, подействовал его голос». Хуачен долго-долго смотрел на его лицо, а потом вдруг мертвой хваткой прижал к себе. Видя, что его услышали и больше не вливают магические силы, селянь выдохнул с облегчением. Но в его объятиях принц вдруг почувствовал, как магическая сила бурлит в теле Хуачена. Нет ничего удивительного в том, что он хватал принца и сразу целовал, ведь подобную беснующуюся мощь вынести было невозможно, необходимо дать ей выход. Чтобы окончательно успокоить и привести Хуачена в сознание, придется даже пустить ему кровь. Но вот беда, он ведь не живой человек, а откуда взяться крови? Как следует подумав, селянь все-таки сказал: «Прошу меня извинить». А потом обеими руками обхватил лицо Хуачена и сам накрыл его губы своими, медленно втягивая в себя сухой и горячий магический поток, чтобы облегчить боль и жар. Хуачен притянул к себе принца за талию, отчего селянь слегка вздрогнул, а в следующий миг они вместе повалились на божественный постамент. К слову, вышло совсем нечестно.
Ведь Селянь не осмеливался даже приблизиться к хоть немного опасным местам на теле Хуачена, тогда как тот, находясь в состоянии помутнения сознания, вел себя абсолютно бесцеремонно с телом принца, чем доводил его до непередаваемых мучений. Божественный постамент должен служить для поклонения или поднесения даров божеству, а сейчас демон и само божество слились на нем в объятиях и поцелуях. Поистине ситуация причудливая и невероятная, но вместе с тем чарующая и чувственная. В прошлом в подобных ситуациях оба, можно считать, пребывали в сознании, и каждый раз находилась какая-то несравнимо благовидная причина, которая объясняла необходимость подобных действий в полной мере, главное, чтобы их губы соприкасались, не более того. Теперь же замутненное сознание одного застигло врасплох другого, и ситуация вышла за рамки простого соприкосновения губ. Сквозь туман смятения Селянь наконец кое в чем убедился. Пусть каждый раз ему казалось, что он действовал не по своей воле, в действительности же он каждый раз не мог сдержать своих чувств. Так они пережили почти целую ночь. Жар в теле Хуачена наконец улегся, руки, обнимающие Селяня, тоже расслабились. Принц перевернулся и сел, внимательно поглядев на лицо Хуачена, который закрыл глаза и погрузился в глубокий сон. Селянь тихо вздохнул. Эмин, брошенный в стороне, до сих пор бешено вращал глазом, так что Селяню пришлось взять саблю в руки и долго гладить, пока Эмин тоже не начал щуриться, выражая удовлетворение. Вскоре Хуачен, резко перевернувшись, сел на постаменте и вскрикнул: «Ваше Высочество!». Селянь быстро привел в порядок выражение лица, обернулся и радостно отозвался: «Ты очнулся». «Все в порядке». Хуачен огляделся по сторонам. В зале, посвященном главному божеству храма Тысячи фонарей, царил страшный беспорядок. На лице Хуачена, что случалось крайне редко, отразилось изумление и недоумение, будто он совсем не помнил, что здесь случилось. Селянь, не дожидаясь вопросов, спокойным тоном спросил: «Что же все-таки с тобой случилось ночью? Всех твоих подданных вдруг охватили жар и головная боль, беспокойство и тревога. И ты тоже немало вспылил, а кроме этого... Больше ничего», — Хуачен вперил в него неотрывный взгляд. «Правда, больше ничего». Но как же и успокоился, Селянь легонько кашлянул и с некоторой неловкостью ответил: «Честно говоря, не хотелось бы тебя обманывать. Сань Лан, только не держи на меня зла, кроме этого». Принц поднял руку, которой как раз гладил Эмина. «Я еще кахаем, подрался с тобой». Хуачен недоверчиво переспросил: «Подрался?» Селянь без тени волнения, с совершенной искренностью посмотрев на него, заверил: «Да». «Взгляни, какой беспорядок вокруг. Это последствия нашей битвы». Помолчав, Хуачен тяжко вздохнул и накрыл рукой лоб. Селянь же, видя, что расспрашивать дальше он не собирается, про себя вздохнул и, наконец, смог отпустить зависшее в воздухе сердце. Внезапно Хуачен тихо произнес: «Открылось». Что Хуачен поднял голову и мрачным тоном сказал: «Гора Тунлу вновь открылась». Оба прекрасно поняли, что означают эти слова. Селянь широко округлил глаза и проговорил: «Новый князь демонов скоро родится». Когда Селянь вернулся на небеса с докладом, над столицей бессмертных безостановочно грохотали раскаты грома. Переступив порог дворца Шинью, Селянь по привычке обратился с расспросами, что случилось с повелителем грома. Но тут же вспомнил, что теперь место, которое привычно занимал повелитель ветров, пустует. Не стало и повелителя вод, который сидел в переднем ряду, и повелителя земли, что обычно скрывался в углу. Постояв в растерянности, принц про себя вздохнул, потом повернулся и увидел, как во дворец заходит Лан Цинцу. Много дней прошло с их прошлой встречи. Лан Цинцу заметно похудел и выглядел более хмурым. Встретившись взглядом с принцем, он отвернулся, не сказав ни слова. Селянь же огляделся по сторонам, но во всем дворце так и не нашел никого, с кем можно перекинуться парой фраз. Как вдруг до него донеслось: ничего не случилось. Когда рождается князь демонов, завывает нечисть и плачут боги. Гром выходит из-под контроля. Принцу ответил Фэн Синь.
По неизвестной причине принц, увидев его, ощутил несравнимую родственную теплоту. Заметив под глазом Фэн Синя Фингал, Селянь невольно обернулся и посмотрел на Муцина в дальнем конце зала. У того с одной стороны опухла щека. Как видно, многолетняя обида между этими двоими прибавила жестокости их прошлой битве. Прозвучал голос Цзюнь: «Наверняка всем уже известно, для чего я созвал вас сегодня». Небесные чиновники нестройно отозвались утвердительным ответом. Цзюнь неторопливо продолжал: «Небо и земля есть печь, все живое есть медь, средь глубоких вод и жара огня родятся неисчислимые бедствия. Гора Тунлу — ужасное место, сформировавшееся природным образом, где даже фэншуй сулит одни опасности. Это живой вулкан, способный извергнуться в любой момент. Каждые 100 лет на горе открывается город Гэу, отчего содрогается мир демонов. В особенности потрясение сильно для ныне существующих князей демонов. Все нечисть, жаждущая достичь ранга непревзойденного, спешит на гору Тунлу. Стоит всем собраться, гора сама по себе запечатается вновь, и внутри официально начнется смертельная битва. Когда в той битве останется последний выживший, миру явится новый князь демонов. Собиратель цветов под кровавым дождем и хозяин черных вод, непревзойденные князья демонов, что вышли из недр горы Тунлу. На то, чтобы стать непревзойденным и покинуть гору, черновод потратил 12 лет. Муцин холодно заметил: от одного черновода и одного хуачена уже проблем не оберешься. Только поглядите, что эти двое натворили. Если появится еще один, туго же нам придется. Селянь мягко заметил: генерал Сюаньчжэнь, действия черновода я оценивать не берусь. Однако, думается мне, Хуачен не сделал ничего излишне предосудительного. Муцин бросил на него взгляд, надув опухшую щеку. Пэймин согласился с Муцином: да, проблем действительно они доставляют немало. Поэтому мы должны помешать демонам собраться на горе Тунлу, верно? Цзюнь ответил: именно. На всеобщий сбор демонам понадобится примерно несколько месяцев. Необходимо сделать все, что в наших силах, чтобы воспрепятствовать этому до того, как гора закроется. Но что, если воспрепятствовать не выйдет? Можно ли будет спасти положение? Спросил Селянь. Цзюнь сказал: можно. Но, надеюсь, до этого не дойдет. На данный момент проблема первостепенной важности заключается в беспорядках, вызванных всеобщим волнением демонов. Многие нечеловеческие создания, заключенные в разных местах, сбежали из-под стражи, и среди них есть крайне опасные существа. К примеру, демонесса Сюаньцзи, дух нерожденного, божества парчевых одежд. Сейчас все они наверняка направляются на гору Тунлу. Необходимо немедля изловить беглецов. Селянь спросил: они все сбежали? Что ж, беспорядок и в самом деле не шуточный. Цзюнь добавил: поэтому, боюсь, в ближайшее время всем богам войны придется потрудиться и тщательно проверить подконтрольную территорию. Селянь поинтересовался: а что насчет меня, несмотря на нынешний статус мусорного божества? Он ведь ранее дважды вознесся как бог войны, и сейчас к нему в основном обращались именно в такой роли. Только вот своих подконтрольных территорий у принца не было. Помолчав несколько секунд, Цзюнь вынес решение: Синьлэ, ты будешь действовать в паре с Циином.